Зарабатывать не выходя из дома, лежа на диване в обнимку с котом. Об этом мечтают многие. И в этом блоге я буду рассказывать, как же начать путь фрилансера, с чего нужно начинать и что же нужно делать. Фриланс вызывает неподдельный интерес у всех, кто о нем когда-либо слышал. Ведь действительно многим надоело ездить каждый день на работу, тратить время на эти поездки, тратить время на сборы, постоянно ругаться с начальством, слушать, чем оно недовольно и не иметь возможности его как-то поменять, поскольку вы постоянно контактируете только с одним человеком. Ну и вообще возможность работать из дома, а особенно в наше время карантина и всего прочего, очень привлекательна. Но на самом деле это не так просто, иначе бы каждый второй уже был фрилансером сегодня. И поэтому в этом видео я расскажу первые шаги, которые нужно предпринять новичку для того, чтобы ступить на путь фриланса. Шаг первый – это выбор направления или ниши, в которой вы планируете работать. И многие уже на этом этапе делают ошибку, поскольку выбирают не то направление, в котором разбираются, или не то направление, которое нравится, а выбирают то, что востребовано на данный момент, и пытаются очень быстро в нем разобраться. Но при этом вы должны понимать, что на рынке уже есть большая конкуренция, и, например, если вы еще ни разу ничего там не делали в той или иной профессии, и только прошли какой-то курс, вряд ли вы сможете очень быстро найти клиентов. И, соответственно, у вас произойдет эмоциональное выгорание, вы разочаруетесь в этой деятельности и забросите ее, так и не добившись результатов. Поэтому первый и самый важный шаг – это нужно выбрать направление. И, кстати, о направлениях фриланса у нас будет следующее видео, поэтому, пожалуйста, не забудьте подписаться на канал для того, чтобы его не пропустить. То есть вам нужно проанализировать, что же вы умеете уже делать, и посмотреть, в какие ниши фриланса вы можете попасть со своими навыками. Например, если вы всю жизнь работали на телевидении, предположим, видеооператором или видеомонтажером, вы можете посмотреть на то, чтобы уйти с этой же деятельностью на фриланс. При этом вы будете понимать о том, что у вас уже есть опыт в этой нише, вы знаете программное обеспечение, вы знаете различные фишки, плюшки и так далее, и вам будет просто влиться в этом направлении в фриланс, поскольку вы там уже как рыба в воде. Но если вы всю жизнь занимались написанием текстов, но во фриланс решили войти в востребованное направление и высокооплачиваемое IT, то вам будет очень сложно и найти первых клиентов, и вообще обучиться чему-то. И вы потратите на это огромнейшее количество времени, и не факт, что сможете дойти до результата. Итак, самое главное, первым этапом вам нужно проанализировать, что же вы умеете делать. Если получается так, что вы не умеете ничего делать, то выбрать то направление, в которое проще всего войти. То есть, где нужно минимум навыков получить и минимум потратить времени на обучение для того, чтобы получить хоть какой-то уровень способностей и навыков и начать уже маленькие простые заказы. Примером таких направлений можно считать, например, ретушь фотографий, то есть вы можете пройти какой-то курс небольшой, научиться ретуши фотографий и брать простые заказы по этому поводу. И уже со временем брать более сложные заказы, прокачивая свои скиллы в этом направлении. Или, например, вы можете установить себе приложение, например, Canva, и делать различные шаблоны для социальных сетей. И также брать простые заказы на создание вот таких вот картинок для социальных сетей и постепенно улучшать свои навыки и брать более сложные и дорогие заказы. И еще важный момент: направление, которое вы выберете, должно вам хоть чуть-чуть нравиться или как минимум вас не раздражать, поскольку если вы, например, умеете редактировать звук, но этот процесс вам не нравится очень сильно и вас прям бесит и раздражает, то работать в этом направлении вам будет крайне сложно. Лучше поискать какое-нибудь смежное с этим направление, но которое вас так прям сильно раздражать не будет. Шаг номер 2 – техническое обеспечение.
Для вас теперь интернет не просто площадка, в которой вы можете поискать какую-то информацию, посмотреть фильмы или полистать социальные сети. Для вас интернет — это полноценная среда для работы, и значит, от него зависит ваша работа. И поэтому вы должны позаботиться о том, чтобы у вас был высокоскоростной интернет, первое. Далее, чтобы у вас была подстраховка, то есть мобильный интернет, если основной выключится. Ну и третье, вам, собственно говоря, нужен компьютер или телефон для вашей работы, который желательно должен нормально работать и не тормозить на каждом шагу. Поскольку если вы, например, решили создавать картинки для социальных сетей, но телефон у вас с 1 гигом оперативной памяти и еле загружает приложение, в котором вы будете делать эти картинки, то вы мало того, что потратите огромнейшее количество сил и времени на выполнение простейшего заказа, так еще можете просто его не выполнить вовремя. И, конечно же, это очень сильно усложнит вам жизнь и не даст нормально развиваться в этом направлении. Шаг номер 3. Знай себе цену. Этот пункт о том, что вы должны промониторить, сколько же стоят услуги, которые вы собираетесь предоставлять в вашем регионе, если вы собираетесь работать в своей стране, в своем городе, а не уходить на зарубежный фриланс. Там, в принципе, тоже нужно будет мониторить цены, но там уже цены немного другие. Как это сделать проще всего? Вам нужно зайти в своем городе на доски объявлений, вбить запрос, похожий на тот запрос, по которому будут искать вас, и посмотреть, сколько же стоят услуги у других фрилансеров. То есть, если вы собираетесь, например, заниматься видеосъемкой или видеомонтажом, то вы должны вбить в интернете видеомонтаж там Украина и посмотреть, например, сколько стоят услуги видеомонтажа. Вплоть до того, что вы можете придумать какой-то проект, взять какое-то свое видео личное и отправить нескольким фрилансерам и спросить, а сколько будет стоить вот такой вот монтаж. И далее выделить для себя среднюю цену. Шаг 4. Разделение данных. Часто бывает, что у вас есть один Viber, один Telegram на одном номере и, конечно же, одна почта, в которой приходит просто все. И заказы, и личная переписка, и какие-то рассылки и так далее. И среди всего этого безобразия очень просто потерять людей, потерять какие-то сообщения, и вы так можете терять клиентов. И вы просто будете тратить очень много времени на то, чтобы разобраться, а что где. Соответственно, я советую для начала создать себе отдельный Viber, на котором у вас будет только работать, только клиенты, отдельный Telegram и другие мессенджеры, которыми вы планируете пользоваться, а также создать отдельный адрес электронной почты, то есть отдельный ящик, который вы будете использовать только для работы и только для регистрации именно на площадках для работы. И завершающий шаг – это реклама. То есть вам нужно вывести список ресурсов, на которых вы можете себя размещать. Это могут быть различные доски объявлений, это могут быть различные фриланс-биржи, это могут быть различные тематические группы вашего города, это могут быть группы как в Телеграме, так и в Вайбере, если вы им пользуетесь, так и в Фейсбуке и вообще много-много где. Вам нужно выписать все вот эти вот ресурсы, а также посмотреть сервисы, например, какие у вас есть в стране для размещения на досках объявлений, собственно говоря, объявлений, и сколько это стоит. Поскольку очень часто бывает, что размещение там 100-200 объявлений стоит буквально 300-400 гривен, и проще заплатить эти деньги, и вас разместят сразу же на большом количестве площадок, как у вас в городе, так и вообще по всей стране, и вы не будете тратить время на размещение себя и на рекламу себя. Ну и, конечно же, ваши странички в социальных сетях. Вы должны на них разместить максимальную информацию о том, что вы теперь фрилансер, вы теперь занимаетесь тем-то, тем-то, и если кому-то нужна помощь в этом направлении, то вот обращайтесь ко мне. Таким образом, вы сможете наработать своих первых клиентов и получить первые заказы. Также хороший вариант рекламы себя для начала – это бартер, то есть вы можете понаходить различные странички в социальных сетях различных компаний в вашем городе, например. Если вы предоставляете услуги, например, фотографии, вы можете написать, что «Привет, я начинающий фотограф, давайте я вас пофотографирую или вам пофотографирую вашу работу».
ваш магазин или что вы там найдете. И вы меня прорекламируете на своей страничке. И если, например, на такой страничке будет там 20-30 тысяч подписчиков, скорее всего, они еще не сильно хотят тратить деньги на услуги фотографа, но если им предложат сотрудничество в таком варианте, то они, скорее всего, согласятся. А от вас уже увидит вот то вот количество подписчиков, которые есть у этой странички. Также вы можете находить в социальных сетях специалистов смежных направлений. Например, если вы СММщик, вы можете находить фотографов, видеографов. И друг с другом меняться аудиторией, то есть рекламировать друг друга у себя на страничках. И таким образом, если вашим подписчикам, например, нужен СММщик, то они смогут найти того человека, которого вы рекламируете, а вы себя прорекламируете у него на страничке, если его подписчикам нужен, например, фотограф или видеограф. В общем, я надеюсь, я правильно объяснила. Конечно же, я сейчас рассмотрела очень поверхностную информацию о том, как стать фрилансером и что же нужно начать делать для того, чтобы стать фрилансером. У фриланса существует огромнейшее количество направлений, ответвлений, огромнейшее количество нюансов. Также нужно знать очень много информации для того, чтобы понимать, где работать, как работать, что делать, на что стоит обращать внимание. Именно об этом я и буду рассказывать на страницах этого блога. Здесь будет максимально открытая и честная информация о различных нюансах фриланса, о том, как стать фрилансером, сколько можно зарабатывать, работая фрилансером в Украине, в России, на зарубежных сайтах, как войти в тему фриланса и как перебороть свои страхи, связанные с тем, что вы ничего не умеете и у вас ничего не получится. А также в дальнейшем, думаю, будем проводить интервью с различными фрилансерами, и они уже на собственном опыте будут рассказывать, какие у них были сложности поначалу, какие у них успехи, неудачи, сколько им удается зарабатывать, работая в той или иной теме фриланса. А может быть, мы будем общаться с кем-то, кто находится сейчас где-нибудь на берегу моря, как все и мечтают, и спросим у них, как им там работается, и что их, собственно говоря, сподвигло на то, чтобы начать работать в какой-то момент удаленно, и довольны ли они всем. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и пока!